Мы стали свидетелями еще одной автоподставы. Не повторил он, конечно, легендарное видео, где мы вчетвером разбились. Сань! Ну не повторил ты легендарное с четверным, ну с тройным нормально залетело. Сука, второй день подряд. Я говорю, блядь, я же первый еду, куда вы собираетесь? Всегда хуесосьте первого, я уже был на его месте. Так, а здесь что? Кулер HPI оригинал домой. Здесь все нормально. Метла нужна там? Метла? Да не, метла не нужна. Ланжики ушли. Давай. Я когда видел, что он типа едет, я думал, сейчас он в него целит, а он в меня. Давайте вон туда отъедем. Да я думаю, либо туда, либо туда. Ребят, я уже здесь. Мы угнали автомобиль у Александра. Быстрый облет. Датчик температуры. Это датчик буста. Ручник. Коробка. Red Bull. Мафа на укс. Печка. Люк. Все есть, чтобы можно было наваливать. Короче, я решил снимать снова влоги, но не уверен, что не пропаду. Хочу вам показать чудесный даунпайп от GS. Стоит здесь на 100-м марке. Здесь вот так вот натерло рулевым карданчиком. И на тренировках вчера принесло очень много бед. Чуть не разбил машину. Сегодня будем его снимать, что-то тут наваривать, потому что потом будет тачка на сингл турбе и нет смысла покупать тюнинный даунпайп. И еще он короткий, его надо будет удлинить, чтобы поставить трассу High Power. High Power HKS. В очень хорошем состоянии, за исключением вот здесь вот чуть-чуть подмялась бочка. Но это именно Рига. Такая трасса сейчас стоит 1050. Ну, примерно так мы ее и купили. Альтеза уже на подъемнике, сразу накинулись на нее. Снимаем коробку. У меня стояла 100-я коробка, с ней все окей. По мотору все сухо, все хорошо, никаких работ не будем делать. Единственное, что хотел в этом сезоне поменять шкив на AT. Ну, в целом не напрягает, но хотел поменять. Я буду ставить 110-ю коробку. Я ее купил именно для Альтезы, а в сливу пойдет моя 100-я коробка. Ну, может, я продам, куплю еще одну 110-ю, но с таким курсом не уверен. Сцепа, напомню, у меня стоит ХКС. Сейчас посмотрим, как она по состоянию. Если нужно, сразу обслужим. Сняли сцепу, сейчас будем смотреть. Я думаю, что с ней все окей. Да, вот этот диск, это получается верхний. Он выгнулся. И вот видно, что здесь не работало, а здесь работало. С этой стороны все отлично работало. Что-то поверху вот тут есть вопросик. Дальше хаб. Очень дорогая штучка. Очень дорого стоит. Если такой хаб сломается, найти его будет невозможно. Но у меня такой есть еще один запасной. Промежуточный диск. В принципе, выглядит ровно. Сейчас будем все мерить, плоскостя смотреть. Почему-то по внешке не работало. Можно обратить внимание. Видимо, подсогнулся немного. И диск к мотору. Тоже хорошо, остаток равномерный. В целом ок. Ну все, коробка у нас стоит. Все на базе. Единственное, по кулисе теперь чуть-чуть вперед сдвинулись. Не знаю, как там сверху будет. Ну, думаю, будет все нормально. Сейчас занимаемся редуктором. Снял свою заварку, которую варил 1000 лет назад. Буду ставить two-way каз, который у меня лежит с прошлого сезона. Все так и не мог его поставить. Здесь у меня он полностью комплектный с шайбами. Обязательно, когда ставите блокировку, просите у продавца вот эти шайбы, потому что они разного диаметра. У обычного редуктора здесь шайба с одной стороны толстая, с другой тонкая. Здесь с двух сторон одинаковая, потому что центр блокировки чуть-чуть смещен. И если поставить на стандартных шайбах, то есть очень большой шанс, что главную пару вы потеряете. Ну все, блокировочка готова. 3,7 пара. Все стоит, сейчас герметик и в тачку. Еще сразу решил на рейке поменять вот эти резиновые втулочки, которые мы ставили в прошлом сезоне. Полууретан здесь не походил. Эти резинки себя показали очень хорошо, но на замену им придут вот такие вот втулочки алюминиевые. Сейчас мы их сюда поставим, и рейка будет стоять насмерть. В принципе, это нам и нужно было. Изначально мы искали конфигурацию. Оказывается, она была вот тут рядом. С этой стороны у меня стоит полик. Можно ставить оригинал, можно полик, без разницы. Он, в принципе, особо не работает, когда стоят здесь такие втулочки. Если что, втулочки есть в наличии. Обращайтесь. Сижу в машине, примеряю ручник. Единственное место, куда он подходит, это вот, наверное, сюда. Здесь с включением дворников будет проблема, наверное. Но в целом стоит неплохо. Здесь ничего резать не придется, поставить площадку. Думаю, так его и оставлю. В этом сезоне полетим на деколабе. Этот ручник работает идеально, но от него мы откажемся. Точнее, мы его просто перенесем на эту сторону, поставим штатный альтезовский. А этот ручник я, наверное, продам, а может и оставлю до лучших времен. Коробка встала нормально, чуть-чуть пыльник скукожился, но это потому, что 110-я коробка короче на 2 сантиметра. Время 11 час, редуктор на базе, ничего не бежит, еще покатаемся, посмотрим. Все прикрутили. Трассу, конечно, в этом сезоне нужно поменять, она что-то такая
неважное. На днях поедем тестировать тачку на Змеинку, посмотрим, как с блокировкой будет ехать. Включение из бокса. Расскажу вам немножко про двери на 110-х. 110-х уже уехал на каркас, а мы этим временем занимаемся дверями. Изначально мы взяли вот такой вот материал, но он нам не понравился тем, что он очень хрупкий. Даже если взять его чуть толще, он легко ломается. Экспериментально отламываю, чтобы понимали, как это ломается. В общем, когда закручиваешь саморезами или болтами, это все ломается. Решили сделать таким вот способом. Это стеклопластик, просто выкатанные матрицы на ровном стекле. И мы их вот так вот вырезали под дверь, сделали закладные через вот такие вот клепки. Все это на вот таких вот болтиках. Стекло мы закрепили вот таким вот образом, тоже через такие же клепки. 2 болта, если надо снять, можно открутить и снять. Делаем все съемное, чтобы можно было быстро обслужить, а не на саморезы и полетели. Ну, в общем, вот так получается. Все на клепочках, здесь все аккуратненько. Вот. Мне самому нравится, это главное. По весу этот пластик не намного тяжелее, чем тот, что изначально использовали. Там, может, грамм на 200, но зато это точно будет работать. Сейчас заканчиваем с 2 дверями и будем делать уже перед. Сегодня целый день работали над тренажкой. Вытащили из нее весь мусор, вырезали заднее стекло. Здесь стоит такой вот firewall. Он очень толстый и, короче, он выдавливал окно. Видимо, согнуть не смогли. Короче, жесть. Не знаю, что с ним делать, но, скорее всего, мы его выкинем. Здесь все заварим и сделаем. Сейчас вырезали форточки, лобовое стекло не стали трогать. Примерял заднее расширение с бампером от Nexy. И есть один момент, что вот в этом месте получается какая-то пустота. Не знаю, видимо, бампер не подходит под это расширение, поэтому принял решение, что это буду продавать. Она вот в этом месте расширяется. И буду заказывать другие крылья. По салону пока вот так. Все разобрали, проводку сняли. Шумку не стали отбивать, это все на мойке будем отбивать. Снимем это крепление, снимем крепление аккумулятора. Firewall тоже сейчас снимем. Хочу выпилить арки. Хотел сначала вырезать просто вот так, потом посмотрел на вот эту часть и думаю, ну а смысл от нее какой? Надо просто отрезать вот так вот полностью. Оставить место под крепление крыла и все. И попрощаться с этим металлом. Собственно, что мы сейчас и будем делать. Болгарка, молоток на месте. Ну и эту сторону сейчас начнем, потом перейдем к правой. Так, вырезали крыло. Тут нас сразу встречает пена. Я так понимаю, это скорее всего заводская шумка. Потому что вряд ли кто-то ее сюда бы залеплял. Скорее всего, я сделаю просто здесь как заглушку и здесь заглушку. И просто это будет арка открыта. Так, Александр здесь попутно выпиливает Марка зимнего. Как мы можем наблюдать, заднюю часть он уже выпилил. Но это еще не полностью, будем еще низ вырезать, вот эту нишу. Короче, переносить в багажник радик, все провода убирать. Это Кирюхин Марк. Кирюха очень сильно загорелся дрифтом и хочет дрифтить на Atmo 2 GZ. Поэтому решил машину распилить всю вдоль и поперек. Здесь сейчас тоже вот это все чик-чик, отпилим, всю ржавчину, всю гниль и оставим только целый металл. Прямо сейчас начинается очень интересная история о том, как мы повезем Сильвию на мойку. Решили отвезти ее на самомойку, потому что у нас напора не хватает. Все это дело будем смывать, мыть. Тормоза есть только передние, и то теншины не прикручены. Ну, я не знаю, как это все поедет. За рулем будет Александр, он утеплился, одел курточку минус 200. С горки будем, наверное, отцеплять, чтобы он нам башбарами не подмял делику. Хотя, в принципе, и там, ничего страшного. Хотели перевернуть на мойке тачку, но решили, что переворачивать не будем, просто домкратить будем. Как тебе поездка? Это просто пизда. Холодно? Да. С каркасом по городу? С каркасом по городу, он ебанутый вообще. Короче, доехали до мойки, главное сейчас помыться, чтобы нас не выгнали. Напениваем тачку, пока нас никто не выгнал. Прошли первым слоем замачивания, вот сейчас будем пенить. Тачка отмывается не так, как я хотел, но это лучше, чем вообще ничего. Что-то у тебя пена закончилась. Продолжаем мыть, сейчас вместе пробежимся. В салоне уже помыл, под капотом тоже помыл. Ну все, Сильвия дома. Можно сказать, что помывка прошла успешно. Мы добрались без приключений. Отмылась, конечно, так себе. Не так, как я хотел.
Пленку с крыши будем чем-то пытаться сдирать, механически, наверное, зачищать, потому что она не снимается. Впереди у нас долгая работа, надо будет снять всю краску с каркаса, зачистить вот эти все швы, заказать вставки, все это варить, все это сделать, придумать, как будет сзади, придумать что-то с баком. В общем, здесь работы очень много. Машина, скорее всего, поедет в следующем сезоне, а в этом сезоне мы закончим ее, наверное, по внешке, по мотору, короче, не знаю, как пойдет. Просто игрушка, которую нужно собирать, и все. На камере вам видно не будет, но эффект просто нереальный. С тем учетом, что это просто второй проход. Это первый проход. Юра поправляет. Короче, Юра тут мне решил всю тачку отполировать, сделать красоту. Пленку наклеить надо будет уже на покрашенные крылья, поэтому сейчас крылья снимаем. Завтра Миха приедет, подгонит нам пороги, будет их там чуть-чуть дорабатывать, потому что у меня пороги вот в этих местах не растут и спереди. Сниму еще лючок бака, подберу краску, займусь покраской вот этих вот всех элементов. Без расширения тачка выглядит вот так, напомню. Здесь все прокрашено, все хорошо, ничего не сгнило. На задней части автомобиля все выглядит немножко похуже, потому что проливался бензин на краску. Но это мы все дело сделаем, это вообще не проблема. Герметик не слетел, тоже все хорошо, ничего не ржавеет. Все очень аккуратненько выглядит. Единственное, что летит от резины всякая фигня, и вот остается под расширением. Вот это вот надо будет снимать, вымывать почаще. Здесь у меня вот так. Все, в принципе, нормально. Ничего не сгнило. Пацаны, а вы что делаете? Ну так, чисто для прессы пару слов скажите. Это ты, получается, кондиционер, да, заправил? Димон, подожди. Демиксид. Открыл, видишь, этот... Гейзер. Гейзер, да. Сейчас без него попьет, хорошо. У нас пошли гаражные будни. Еще на самом деле не так тепло на улице, но уже тепло. Аббас тут ковыряет. Привет. Аббас тут ковыряет. Ремонтник. Он решил сам турбину уже поставить. Саня ему все подсказывает. Он подсказывает, направляет. Да, направляет. Сань, давайте только турбину не снимите. А здесь стоит Альтеза. Сейчас расскажу немножко про Альтезу. Юра мне отполирует тачку офигенно. Мы потом все это дело заклеим пленочкой. А Миха, здорово. Прям микрофон пиздишь, блядь. Да. А Миха мне, короче, сделает мои пороги, о которых я так мечтал, и 2 сезона не мог на них поездить. Короче, Миха вот так вот сделал. Сейчас он здесь снимет матрицы, как я уже и говорил. Потом мы эти матрицы присрем к порогам, а потом уже финишные снимем с порогов матрицы. У меня включение из бокса. Немножко хочу рассказать вам про вот этот автомобиль. Это тачка Аббаса. Это тот самый Марк, который попал в бутерброд на Змеинке. Он ехал 3-м и стал бананом. Тут его подровняли немножко, выровняли. Ну, в общем, это не суть. Суть заключается вот здесь. Ставим мы ему такую вот турбину 3037, как стоит на Альтезе. Мы решили заэкспериментировать, сделать гейт в капот. Так я хочу сделать на Сильвии, чтобы у меня тоже был гейт в капот. Ну, первый будет Аббас, подопытный, скажем так. Сварили вчера ему вот такую вот трубу. Все аккуратненько проходит, где ничего не цепляется. Сделали усиление на коллекторе, чтобы это все не отвалилось дело. Посмотрим, как походит. Вчера уже делали первый запуск, все работает, все отлично. Осталось собрать обвязку на интеркулер. Мы будем кулер переворачивать. Дальше поставить ГУР тоже сюда, в общем, по мелочи, и масло Радик. И в принципе все. Сегодня, надеюсь, закончим с капотом, с пайпами. Останется дело за малым. Это из интересных проектов. Из обычных проектов машины ездят, мы всякую фигню меняем, и они уезжают. То есть таких глобальных проектов пока что нет. 110 на каркасе. Здесь стоит Альтеза. Ее почти полностью отполировали. Осталось покрыть керамикой. Доделать пороги. Пороги выглядят вот так. Вот это я отрежу. И здесь все завалю шпаклевочкой. Сделаю аккуратненькую форму. И после этого мы снимем с них матрицу. Пороги у меня вообще из карбон кевлара. Миха сказал, что это вакуумная инфузия. Это очень дорогой процесс. Поэтому эти пороги, скорее всего, в единичном экземпляре. Ну, может, где-то еще по Японии ездят. Чем они мне нравятся, что это не БН, который просто в пол, а они с определенной своей формой. Ну и не штатные. Короче, топовые. 6300, крути его! А он сделал тебе, чтобы это, не чтоб ты с ланча ехал. Ты куда собрался, а? Да, вообще. Может быть, это не самая
удобное время для влога, но я решил его подснять. Альтеза полностью отполирована, покрыта керамикой. Стекла сделаны антидождем. Сейчас только что прошел дождик, и она вот сохнет. По Альтезе сейчас расскажу, это пока не главное. Эти машинки пока стоят, ждут. Тут у нас Аббас. Сегодня едет на тренировку. Они уже ездили на дорогу, настроили машину. Сейчас расскажу по спеку. А спек здесь, значит, следующий. Мы поставили на стоковые форсунки турбину 3037, коллектор, ну и сварили верхнее расположение пайпов. То есть перевернули кулер и сварили. Что было проделано по работе? Была снята штатная турбина, установлен коллектор, все плоскостя сняли, сварили кастомный даунпайп, взяли за основу AGS, чуть-чуть здесь повернули, изменили, внизу все сделали. В общем, сделали все отлично. Здесь стоит визгейт ХКС 50 мм с AGS. Сделали верхнее расположение скримера. Визгейт можно развернуть вниз и сделать отвод, как обычно. Этот мы момент учли, потому что может надоесть капот, ну или какие-то еще будут причины на то. Сделали прямые пайпы, сварили из нескольких штук поворот 90 градусов. Интеркулер взяли маленький, какой был, закрепили его жестко, он крепится снизу и сверху через радик Гура. Радик Гура тоже перенесли наверх. Он, в принципе, здесь нормально встает под решетку. Единственное, что пришлось здесь подпилить. Дальше у нас здесь расположился радиатор на масло двигателя. Он закреплен на один болт. Он стоит хорошо. Линии очень короткие. Вынос маслофильтра мы не стали делать. Сделали вот так. Дальше эти шланги пойдут в гофру. Вот в такую. И все будет хорошо. Сейчас просто обкатываем. Смотрим, чтобы ничего нигде не побежало. Аккумулятор перенесен в багажник с помощью вот такого переходничка. Всегда его использую. Дешевый вариант. Хорошо работает. Маслопомойку мы не использовали, просто поставили сапун. Пока система эта работает на килограмме буста, спускает до 0,8. Штатные форсунки, в принципе, это все едет. Здесь стоит штатная сцепа, поэтому неизвестно, сколько это проездит. Если сцепа умрет, будем менять сцепу и форсунки и настраиваться уже на большее давление. Визгейт у нас ровно по центру. С первого раза все вырезали, все получилось. Если вы спросите, как это получилось так, что она обгорела, это не естественный обгар, это мы делали горелкой. Полирнули трубу и чуть-чуть сделали, чтобы было красиво. В боксе у нас идет стройка. Мы строим второй этаж, чтобы разгрузить немного первый этаж. Здесь будет моторка. На моторке наконец-таки появится нормальный свет. Ну и второй этаж, чтобы можно было нормально раздеться и посидеть на диванчике. Ну и плюс клиентская зона. Поэтому у нас вот такой вот бардак пока что временно. По Альтезе это ее обвесы. Я с них снял краску, которую красил в прошлом году с баллончика. Их нужно подшкурить, подготовить к покраске. Также нужно сделать бампер. Он тоже весь облезший. Краска с него послезала. Будем красить. Все в один цвет. Еще на Альтезу пришла ливрея. Это небольшой секрет. Это, скорее всего, в следующей серии я уже покажу, что будет. Надо сейчас ее покрасить, обклеить, и я презентую. Ну, естественно, в Инстаграме я презентую ее раньше, поэтому следите за Инстаграмом, подключайте VPN и смотрите. А сейчас мы спросим у Аббаса его впечатления. Твои впечатления по машине? Я вообще в ахере. Ну, вкратце, типа от стока на турбо. Ну, блин, X2, наверное. X2? Круто да, едет? Вообще круто. Сегодня еще настроиться надо? Да, настроиться. А у тебя что, ворк? Ты фирменный сегодня? Да. Это, кстати, отсылочка к Альтезе. Я про нее еще пока не рассказываю, но это отсылочка. В общем, можете понять, что там какой-то плюс-минус дизайн будет. Короче, все нравится, да? Вообще Ну, сегодня покатаемся, посмотрим, да, понаблюдаем. Удастся, будет сухо. Ну, у нас просто пришел дождик, и сейчас вроде подсыхает. Еще мы решили захватить всю территорию, и теперь вся территория наша, и мы здесь будем крутить восьмерки. Ну, только покрытие надо еще сделать нормально. Моя Сильвия здесь стоит, отдыхает, весь зип в нее загрузили. Будем заниматься, как только станет тепло. На улице пока что еще холодно. Пока мы еще в балахонах ходим и в куртках. Так, ну что? Ну, по-другому. Тоже разгон. Ну, то есть оттуда вылетаю, вчера не Нормально ходит, да? У нас сегодня Кирилл на тестах. Это марка, который мы чекулинили. Смотри, Саня раскрутилась, видел? Да, надо заклепки делать. Ну видишь, он не хочет, он, блядь, вон гуляет. Он хочет блядь. кататься, да? Он хочет кататься. Я ему Ладно, говорю, мы сюда будем вкручивать другие заклепки. да. Здесь мы не открываем, потому что стекло такое так на тросиках стоит. Если открываешь, то тросики ослабляются. И очень хитрая система, чтобы это дело закрыть. Так, давай, Кирилл, сейчас будем тестировать. Кстати, сошка стоит как на Альтезе. Сегодня сделали настройки, которые надо. Во. Здесь рычаг плюс 3 и сошка как у Альтезы. Теншн и все нормально. What is that spell? It's spell non-fiction, my friend. The future is now. Nuclear shower, y'all. Power war. I devour all. Buildings collapse. Towers fall. Killers with gas. Millions of carnivores. Start the war. Shoot rocket launchers. Riding on dinosaurs. Flying saucers. Meet the Bible's author. Reveal alien tribal culture. Who designed our DNA structure? Genetic functions will be made in the laboratory. The God's construction. The bust of combustion. Big bang. Gang bang. That's spit slang. Be the truth. Not the King James version they teach in school. Jesus knew he was thumbed out too. A bumped out dude. The loose cannon. In my future we use magnums, bombs and explosions. I spit like Muhammad and Moses. Ganja smoking, thoughts and constant motion. My mind is ferocious. I spit for gangsters and maniacs at the
Кирилл поехал один, сейчас посмотрим, что он может. А, это Максим. Нельзя, машину сломал, блядь. Не умею на такой. Здесь тык платформа, блядь. У него точно такая же. Не успели, не стили. Ну, короче, Аббас поднастроился, сделали в итоге 0.6 буста, 0.8 и потом до 0.6, потому что дальше форсунки загружаются и не дают. То есть под нагрузкой форсунки на 0.6 только хватает. Это стоковые форсунки, напомню. Здесь все хорошо, ничего не обоссалось, все работает, все на своих местах. Гейт, правда, не стреляет, но пока еще не вечер. Посмотрим по вечеру, может быть, будет стрелять. Если с простарта стреляешь, то очень сильно стреляет. Только единственный момент, у него что-то с колесом стало. Попинай колесо. Короче, раскрутился теншн, потому что Абака его не затянул. Ничего страшного, разберется. Ну, а так в целом все хорошо. В принципе, по-другому и не могло быть. Жапан, что, масло греется, да? 105? 105. Ну, фару надо снять, и Так я, будет 90. я снял все. Не, я фара ехал, сейчас я снята? типа вообще без остановки ехал. До этого Нормально? как было? 2-3 круга нужно... И спать. Да. А сейчас турбина щас, большая. типа, Что да. по ощущениям расскажешь? И вообще в ахере. Ну, Да? типа, очень по-другому совсем. По-другому? Спул чуть Работа поздний. другая. Да. Но, блин, видишь, резина сегодня была мусорная, и это позволяло мне с зацепой подрочить. Чуть-чуть И если, мне подкачать. кажется, зацепа будет побольше, ну и 265. Можешь Если прокрутить. 35 будет нормально, 265, мне кажется, я просто буду улетать везде. Ну, не улетать, в смысле, я буду сцепу дрочить. Цепу дрочить. Да. Надо покататься, посмотреть, приучиться так, чтобы не клатчить, потому что я знаю, что можно ездить так и, Да. можно не клатчить. То есть Не, оно мне нравится, ты в угол вкидываешь. Оттуда можно выехать. Она просто в большом угле сама едет, она Да. сама стремится туда, я Да. газ нажимаю. Она еще больше туда Да, заваливается. вообще мне И- так нормально и оттуда можно ехать. Вообще валит, пап. Ну резины нет, она блин, скользит капец. Этого ты В хотел, салоне, кстати, очень тихо, вообще не слышно. как стреляет. Ворк он? Здесь бы его пострелять. Да, вообще, я так рад. Сегодня просто первая тренировка, и я, во-первых, ни одной резины не сточил, такого. Ни одной резины, говорит, выстачил. Да, и Вернулся в бокс, забрать тачку. Завтра новый день. Видели, как рад Аббас, видели, как рад Кирилл, потому что мы ему построили. Все хорошо, все работает. Продолжаем в том же духе. Завтра уже новая неделя, а это значит, это уже новый видос. Всем до встречи в новом видео. Pain is hard to pretend, hardly depends. Sticking up delis for quick chips and starving again. On marketing plans, guarantee I'll be parking the Benz. My words are like carcinogens, we be starting to